Существует ли настоящая и вечная любовь? Задаются многие вопросом. Возможно, в современном мире ее трудно отыскать, но в прошлом столетии было множество примеров, подтверждающих, что искренние и сильные чувства все-таки есть. Вспоминаем самые красивые истории любви прошлого века. Ален Делон и Роми Шнайдер. «Ангел и демон. История любви», которая была прекраснее, чем любой фильм. Он — наглый, никому неизвестный красавец с ледяными глазами. Она — принцесса австрийского кино, юная звезда, уставшая от славы и обожания. Их встреча была столкновением двух галактик, а их любовь — самой жестокой и самой красивой драмы XX века. Это история Алена Делона и Роми Шнайдер. Все началось в 1958 году в парижском аэропорту. 20-летняя Роми Шнайдер, звезда фильма «Сиси», прилетела на съемки. У трапа ее встречал партнер по фильму, начинающий актер Ален Делон с букетом красных роз. Химии не случилось. Она нашла его грубым и неотесанным, он высокомерный и скучный. Но лед тронулся. Чтобы покорить немецкую куклу, как он ее называл, Делон показал ей свой Париж, не глянцевый, а настоящий, с уличными рынками и джазовыми подвалами. И она, девушка, выросшая в золотой клетке под присмотром властной матери, впервые почувствовала себя свободной. Она влюбилась без памяти. Вопреки воле семьи, Роми переехала к Делону в скромную квартиру в Париже. Это был бунт. Она отказалась от образа невинной принцессы ради любви к плохому парню. Интересный факт. Мать Роми, Магда Шнайдер, была в ужасе от ее выбора. Она считала Делона бесперспективным выскочкой, который разрушит карьеру ее дочери. Как оказалось, он разрушил нечто гораздо большее. В марте 1959 года они обручились. Пресса назвала их самой красивой парой Европы. Но за глянцевыми обложками скрывался ад. Делон был патологически ревнив к ее успеху, который был гораздо громче его собственного. Он закатывал скандалы, унижал ее и открыто изменял. Она прощала все, ослепленная любовью. Она отказывалась от ролей в Голливуде, чтобы быть рядом с ним. Разрыв был таким же жестоким, как и их любовь. Однажды, вернувшись домой, Роми нашла на столе букет черных роз и записку: «Мы были обручены. Теперь все кончено. Я возвращаю тебе свободу, оставляя себе твое сердце». Делон ушел к другой женщине, которая уже была беременна от него. Прошли годы. Оба побывали в браке, у обоих родились дети. И вот в 1968 году Делон позвонил ей. Он пригласил ее на главную роль в фильме «Бассейн», настояв перед продюсерами, что играть будет только с ней. На съемочной площадке их чувства вспыхнули с новой, разрушительной силой. Фильм, полный чувственного напряжения, стал отражением их реальных отношений. Но войти в одну реку дважды им не удалось. Интересный факт. После «Бассейна» они остались самыми близкими людьми, но уже не любовниками. Он называл ее «моя куколка», она его своей вечной любовью и своим главным несчастьем. Для Роми жизнь после Делона превратилась в череду трагедий. Развод, самоубийство бывшего мужа и самый страшный удар — случайная, нелепая гибель ее 14-летнего сына Давида. Она так и не оправилась. Сломленная горем, она искала забвения в алкоголе и антидепрессантах. Она умерла в 43 года. Официальная причина — сердечная недостаточность. Но весь мир знал, она умерла от разбитого сердца. Ален Делон, которого она любила всю жизнь, взял на себя организацию похорон. Он хотел похоронить ее рядом с сыном, добившись специального разрешения. Прощаясь с ней в пустой комнате, он сделал 3 фотографии. В одном из последних интервью на вопрос, был ли он счастлив, Делон ответил: «Счастье в моей жизни имело лишь одно имя — Роми Шнайдер». Способна ли любовь быть одновременно и величайшим даром, и страшнейшим проклятием? История Лоуренса Оливье и Вивьен Ли, двух титанов британской сцены и золотого века Голливуда,
доказывает, что способна. Их роман был похож на шекспировскую пьесу, разыгранную в реальной жизни, где триумфы и обожание миллионов шли рука об руку с безумием, предательством и сокрушительной болью. Это не просто биография, а хроника страсти, которая сожгла дотла две гениальные жизни, оставив после себя лишь пепел и легенду. Лоуренс Оливье и Вивьен Ли. Все началось в 1936 году. Молодая, но уже невероятно амбициозная актриса Вивьен Ли увидела на сцене театрального бога Лоуренса Оливье. Не моргнув глазом, она повернулась к подруге и произнесла пророческую фразу: «Вот человек, за которого я выйду замуж». Была лишь одна загвоздка, а точнее две. Оба были несвободны. Вивьен замужем за уважаемым юристом Ли Холманом, а Лоуренс женат на актрисе Джилл Эсфонд. Но для одержимой Вивьен это не было препятствием. Она начала настоящую охоту, добивалась встреч, искала роли в одних с ним постановках. Искра, вспыхнувшая в зрительном зале, переросла в пожар на съемочной площадке фильма «Пламя над Англией». Их роман был тайным, запретным и от этого еще более всепоглощающим. Они не могли быть вместе, но и врозь их жизнь теряла всякий смысл. Лишь в 1940 году, после изнурительных и скандальных разводов, они смогли пожениться. Свадьба была тайной и скромной, устроенной поздно ночью в Санта-Барбаре, а одной из немногих свидетельниц была их подруга, актриса Кэтрин Хепберн. Для всего мира они стали королевской четой театра и кино, но за блестящим фасадом уже зияли трещины. Первым тревожным звонком стал выкидыш, который Вивьен перенесла в 1944 году. Это событие спровоцировало глубочайшую депрессию и обострило ее борьбу с туберкулезом, диагностированным в середине 40-х. Но главным врагом стало то, что тогда называли маниакальной депрессией, а сегодня биполярным расстройством. Болезнь превратила их жизнь в ад. Периоды эйфории и бешеной работоспособности сменялись у Вивьен приступами неконтролируемой агрессии, публичными срывами и глубочайшей апатией. Оливье позже писал, что в эти моменты в его любимую женщину вселялся ужасный незнакомый монстр. Он пытался помочь, уговаривал лечиться, терпел ее измены, в том числе с актером Питером Финчем, но медленно терял ту Вивьен, которую полюбил. Судьба нанесла двойной удар в 1939 году, пока Оливье снимался в роли мрачного Хитклифа в «Грозовом перевале». Вивьен последовала за ним в Голливуд. Именно там, на одной из вечеринок, агент Оливье представил ее продюсеру Дэвиду Селзнику со словами: «Гений, познакомься со своей Скарлетт О'Хара». Так она получила роль, которая обессмертила его имя. 2 легендарные картины, 2 главные роли и 1 на 2 сжигающая страсть, ставшая главным сценарием их жизни. К 1960 году силы Лоуренса иссякли. Развод был для него актом самосохранения. Вскоре он женился на молодой актрисе Джоан Плоурайт, с которой обрел тихое семейное счастье. Вивьен же так и не смогла его отпустить. До самого последнего дня на ее прикроватном столике стояла фотография Лоуренса. Она говорила о нем: «Это единственный мужчина, который был для меня воздухом». В 1967 году Вивьен Ли умерла от очередного приступа туберкулеза. Ее нашел актер Джек Мэривейл, ее последняя любовь. И первым, кому он позвонил, был Оливье. Лоуренс примчался немедленно. Он вошел в спальню, где лежала его Вивьен, и, как он позже признавался, впервые за долгие годы разрыдался. Он оставался с ней до прибытия медиков, прося прощения за всю боль, что они причинили друг другу. Их союз продлился 20 лет. Ослепительных, гениальных и мучительных. В своих мемуарах Оливье написал: «Мы оба были обречены на эту любовь, и с самого начала знали, что в ней больше трагедий, чем счастья». Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. Самый дорогой фильм, самый громкий скандал и самая разрушительная любовь 20 века. Эта история началась на съемочной площадке «Клеопатры», самого амбициозного и провального проекта в истории кино, который едва не разорил студию «20 век Фокс».
Но из пепла этого кинохаоса родилась легенда, которая волнует мир до сих пор – любовь Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона. К моменту съемок Элизабет Тейлор была королевой Голливуда. 4 брака за спиной, 3 детей, Оскар и слава самой красивой женщины в мире. Она приехала в Рим со своим очередным мужем. Ричард Бартон – гениальный валлийский актер с репутацией плейбоя и интеллектуала, сын шахтера, покоривший театральные подмостки. Он тоже был женат. Поначалу они друг друга терпеть не могли. Бартон открыто называл ее простушкой с большой грудью, а она считала его напыщенным снобом. Но все изменила одна сцена – их первый поцелуй по сценарию. Режиссер крикнул «Снято!», но они не могли остановиться. Это был не поцелуй Клеопатры и Марка Антония. Это было рождение вулкана под названием «Лиз и Дик». Интересный факт. Их роман стал таким публичным и скандальным, что его осудил даже Ватикан, назвав их отношения бродяжничеством на эротической почве. Это только подогрело их страсть. В 1964 году, после мучительных разводов, они поженились в Монреале. Так начались их 10 лет совместной жизни, которые можно описать как ураган. Они снялись вместе в 11 фильмах, самым разрушительным из которых стал «Кто боится Вирджинии Вульф». В этом фильме они играли стареющую, вечно ссорящуюся пару. Чтобы вжиться в роль, Элизабет поправилась на 10 килограммов и позволила гримерам себя состарить. Вскоре ядовитые диалоги и скандалы перешли с экрана в их реальную жизнь. Ссоры были оглушительными, а примирения – ослепительными. После каждого скандала Бартон дарил Элизабет баснословно дорогие бриллианты, включая знаменитый 70-каратный алмаз, который позже назвали Тейлор Бартон. Их первый брак рухнул через 10 лет. Но они не могли друг без друга. Всего через год после развода они снова поженились в африканской саванне. Вторая попытка продлилась меньше года. Они расстались окончательно. Он уехал в Швейцарию, она осталась в Америке. Но они никогда не прекращали писать друг другу письма. В 1984 году Ричард Бартон умер от кровоизлияния в мозг. Его последняя воля быть похороненным в родном Уэльсе была нарушена, а его вдова запретила Элизабет Тейлор приезжать на похороны, опасаясь медийного цирка. Интересный факт. Не имея возможности проститься лично, Элизабет организовала собственную панихиду в Лос-Анджелесе в тот же день и час, что и его похороны. А позже она тайно прилетела в Швейцарию, чтобы в одиночестве посетить его могилу. Тогда она написала ему свое последнее письмо и отправила его с букетом цветов на могилу. Никто никогда не узнает, что было в тех строках. Это навсегда осталось их тайной. Элизабет Тейлор пережила его на 27 лет, и до самого последнего дня на ее прикроватной тумбочке стояла его фотография. Это была любовь, которая не закончилась даже со смертью. Марчелло Мастроянни и Катрин Денёв. Что произойдет, если запереть 2 мировых звезд в одной квартире на неделю? Это звучит как завязка смелой пьесы, но именно так началась одна из самых громких и красивых историй любви XX века. Он — главный сердцеед Италии Марчелло Мастроянни. Она — ледяная королева французского кино Катрин Денёв. Их роман был столкновением огня и льда, страсти и независимости. Их пути пересеклись в 1970 году на съемках фильма «Это случается только с другими». Это не была любовь с первого взгляда. Оба только что вышли из тяжелых отношений и не искали новых чувств. Но у режиссера Надин Трентиньян был свой план. Чтобы актеры смогли достоверно сыграть пару, переживающую потерю ребенка в полной изоляции, она пошла на радикальный шаг. Заперла Мастроянни и Денёв в пустой квартире на целых 7 дней. Изолированные от всего мира, они должны были прожить чужую трагедию. Но вскоре она начала превращаться в их собственную историю. После 7-дневного заточения ради искусства они вышли оттуда совершенно другими людьми, влюбленными не только на экране, но и в реальной жизни. Интересный факт. Мастроянни был так очарован Денёв, что постоянно пытался ее рассмешить на съемочной площадке, готовя для нее пасту прямо в съемочном павильоне. Он говорил, что ее улыбка была для него главной наградой.
Мастроянни, поглощенный чувствами, был готов на все. Он умолял свою жену, с которой давно не жил, о разводе и мечтал повести Катрин к алтарю. Но Денёв, для которой личная свобода всегда была превыше всего, раз за разом отвечала ему отказом. Даже рождение их общей дочери, прекрасной Кьяр, не смогло убедить ее изменить своим принципам. Она открыто заявляла в интервью: «Брак — это ловушка. Лучше быть любимой любовницей, чем несчастной женой». Интересный факт. Несмотря на всю свою любовь, Мастроянни с горечью и восхищением называл Денёв немецким солдатом в юбке за ее идеальную внешность, железную дисциплину и эмоциональную неприступность. Их роман продлился 4 бурных года. А потом Катрин ушла. Она сделала это так же, как уходила от других великих мужчин в своей жизни. Неожиданно, без объяснений, на самом пике чувств. Она не оставила ему шанса на долгое и мучительное прощание. Спустя годы легендарная актриса призналась, что таким образом она всегда спасала себя от боли. Она предпочитала уходить первой, чтобы не быть покинутой. Любовная история этой пары до сих пор будоражит сердца миллионов. Это был союз двух противоположностей: его отчаянного итальянского желания жить вместе долго и счастливо и ее французского панического страха потерять себя в другом человеке. Их любовь была обречена, но от этого не стала менее прекрасной. Лорен Бакол и Хамфри Богарт. «Ты знаешь, как свистеть?» История любви, которая началась с одной фразы. Ему было 44, ей всего 19. Он циничная, уставшая от славы и 3 неудачных браков звезда Голливуда. Она – начинающая модель, которая до него не встречалась ни с одним мужчиной. Их история любви не должна была случиться, но она стала одним из самых красивых и пронзительных романов XX века. История Хамфри Богарта и Лорен Бакол. Все началось в 1943 году на пробах к фильму «Иметь и не иметь». Режиссер искал партнершу для уже легендарного Хамфри Богарта. Юная Лорен Бакол так нервничала на пробах рядом с кумиром, что, пытаясь скрыть дрожь, сильно прижимала подбородок к груди и смотрела на него из-под лобья. Этот прием, рожденный от страха, стал ее визитной карточкой, знаменитый «залук» — взгляд, который мгновенно покорил не только режиссера, но и самого Богарта. Химия между ними была настолько очевидной, что стала главным двигателем фильма. Интересный факт. Разница в возрасте между ними составляла 25 лет. Богарт поначалу относился к Бакол по-отечески и даже дал ей прозвище «Бэйби», которое осталось с ней на всю их совместную жизнь. Их тянуло друг к другу с непреодолимой силой, но была одна огромная проблема – Богарт был женат. Его третья жена, актриса Майо Мето, была известна в Голливуде своим взрывным характером и патологической ревностью. Их брак был наполнен скандалами и драками. Чтобы быть вместе, Богарт и Бакол прятались. Они тайно встречались на его яхте «Сантана», обменивались страстными письмами, которые Лорен прятала в книгах. В одном из них Богарт писал: «Даже если я потеряю тебя, я не перестану любить тебя. Ты моя последняя любовь, и всю жизнь я буду оберегать тебя и помогать тебе, если тебе хоть что-то понадобится». Именно искренность и спокойствие юной Лорен стали для измученного Богарта настоящим спасением. Наконец, после мучительного и скандального развода, 21 мая 1945 года они поженились на ферме у друга в Огайо. Для Голливуда, привыкшего к их драмам и соперничеству, их союз стал откровением. Они не конкурировали, а поддерживали друг друга. Они снялись вместе еще в 3 фильмах, включая культовый «Глубокий сон». Их любовь была настоящим партнерством. В 1949 году у них родился сын Стивен, названный в честь героя Богарта из их первого фильма, а в 1952 – дочь Лесли. Интересный факт. Когда Богарт снимался в тяжелейших условиях в африканских джунглях для фильма «Африканская королева», Бакол бросила все и поехала с ним. Она жила в лагере, стирала его одежду и даже ухаживала за членами съемочной группы, заболевшими дизентерией, проявив невероятную преданность. Их счастливая жизнь оборвалась в 1956 году. У Богарта диагностировали рак пищевода. Весь следующий год Лорен Бакол посвятила себя уходу за ним, практически не отходя от его постели.
Он скончался 14 января 1957 года. На похоронах, прощаясь с любовью всей своей жизни, Лорен Бэкл положила в его гроб маленький золотой свисток. Это была отсылка к той самой фразе из их первого фильма, с которой все началось. «Ты знаешь, как нужно свистеть, не правда ли, Стив? Просто соедини губы и дунь». Это был их вечный символ любви, которая оказалась сильнее славы, времени и даже смерти.